So, Gurave Gaura Chanda Radhika Tadale Krishna Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo. So, yesterday was, first of all, our pranams to our Gurudev, Vishnupati Dandi Swami Sribhaktivedanta Narayan Goswami. В первую очередь я предлагаю поклоны моему Гурудеву, Ом Вишнупати Шатаршати Шримад Бхактисиданте Нараяна Госвами. All devotees, Dhanavad Pranam. Всем преданным Дандават Пранам. So yesterday was Sri Jiva Goswami's disappearance day. Вчера был день ухода Дживы Госвами. Where is his samadhi? Где находится его самадхи? Okay. So we could not get chance yesterday to speak because public program. Вчера у нас не было шанса поговорить о нем, потому что была публичная программа. So Jiva Goswami very fortunate. Джива Госвами был очень удачливым. As baby he saw Chaitanya Mahaprabhu. Когда он еще был ребенком, он видел Чайтанью Махапрабху. And his uncles great devotees. All three. И его дядя, uncles and father. и его дядя и отец были великими преданными. His father was Anupam Das. Его отца звали Анупам Дас. Anupam Goswami. People also call him Goswami. Люди также его называют Госвами, Анупам So, Госвами. Anupam was devotee of Ramachandra. Анупама был преданным Рамачандре. But still he is Mahaprabhu devotee. Но также, но все же он является преданным Махапрабху. Even Mahaprabhu, even Rupa and Sanatana tried to change his mind. Даже Рупа и Санатана пытались изменить его ум. What are you doing? Come on. Stop Что вы там делаете? Идите сюда. playing with the light. Playing with the light. Со светом играйте. So, Rupa and Sanatana said, "Oh, Anupam, you should be like us. Рупа и Санатана сказали: "О, Анупам, ты должен быть таким же, как мы. We are devotees of Radha Krishna. Мы преданные Рады Кришне. So you should not worship Ramachandra, you should worship Krishna." Ты не должен поклоняться Рамачандре, ты должен поклоняться Рада Кришне." So he had so much affection for Rupa and Sanatana. Но у него было очень много любви к Рупе и Санатане. So all night he thought about giving up the feet of Ram and accepting the feet of Krishna. Всю ночь он думал о том, чтобы оставить стопы Рамы и принять стопы Рады и Кришны. But he could not. Но он не смог. He said, "When I think of taking my feet away from Lord Ramachandra, my heart breaks to pieces." Когда я думаю о том, чтобы оторваться от стоп Господа Рамачандры, мое сердце разрывается на кусочки. So this proof, no, the swarup of the soul is fixed. И это доказательство того, что сварупа души является постоянной. It cannot change. Она не может измениться. And this also proof Chaitanya Mahaprabhu accepting devotees of all moods. И это также доказательство того, что Чайтанья Махапрабху принимает преданных всех настроений. Some people say, "Oh, Chaitanya Mahaprabhu only giving manjari mood and no other mood." Некоторые преданные говорят, что Чайтанья Махапрабху он давал только настроение манджари и никакого больше другого настроения. Rupanuga only means manjari mood. Рупануга означает только настроение манджари. But we not heard Rupa and Sanatana rejected their brother because he was not manjari. Но мы не слышали о том, чтобы Рупа и Санатана отвергли своего брата, потому что он не был манджари. They were happy by his nishta. Они были счастливы с его ништхой. They said, "No, we were just testing him." Они ему сказали: нет, мы просто проверяли тебя. And they were happy by his devotion to Lord Ram. И они были очень счастливы благодаря его преданности Господу Раме. And Chaitanya Mahaprabhu also not rejected him. И Чайтанья Махапрабху также не отвергал его. When Mahaprabhu came to Varanasi, then he instructed Rupa and Anupam both together. И когда Чайтанья Махапрабху пришел в Варанаси, он дал наставление обоим, и Рупе, и Анупаме. So Anupam also heard all Rup Shiksha. Анупа также слышал всю Рупу Шикшу. And he was not Manjari, but still he heard Siddhanta. Он не был манджари, но все-таки он слышал всю Сиддханту. So his brother was great devotee. И его брат был очень великим преданным. So, great father, great uncles. Итак, у него был великий отец и великий дядя. Okay. Krishna says in Gita, Кришна говорит в Гите: one who done a lot of bhajan, he take birth in family of transcendentalists. тот, кто совершает очень хорошо баджан, он получает рождение в семье трансценденталистов. And who did a little bit of bhajan, take birth in pious family. А кто совершает не так много баджана, он принимает рождение в благочестивой семье. So you can understand what Итак, мы Devaki можем did понять, last life. что делала Деваки в прошлой жизни. Anyway,
Anyway, so Jiva Goswami very fortunate, such a family took birth. Итак, Джива Госвами, он очень удачлив, потому что он принял рождение в такой семье. So, as a baby, he saw the Lord. И когда он был ребенком, он видел Господа. With Bianca. He was offered at the feet of Chaitanya Mahaprabhu. Он был предложен стопам Чайтаньи Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu held him also. Чайтанья Махапрабху также держал его на руках. It must be mean he is eternal associate. Это означает то, что он был вечным спутником Чайтаньи Махапрабху. Otherwise, how he could see the Lord from birth. Иначе как бы он мог видеть Господа с рождения? But still, his life and soul was especially Rupa and Sanatana. Но все же His life and soul. Но все же его жизнь и душа это Рупа и Санатана. We not heard he got too much association with Mahaprabhu. Мы не слышали о том, чтобы он получал много общения с Махапрабху. Because I think Mahaprabhu held him when he was after sannyas. Я думаю, что Махапрабху держал его, когда он уже принял саньясу. When he was going to Puri. Когда он шел в Пури. Anyway, still he must have, anyway, but not said he got too much association. Ну, в любом случае говорится, что у него не было очень много общения с Махапрабху. But so much he associated with Rupa and Sanatana. Но он получил очень много общения с Рупой и Санатаной. Of course, he got so much mercy of Nityananda Prabhu also. И также он получил очень много милости Нитянанды Прабху. Nityananda took him on the first Navadvip Dham Parikrama. Нитянанда взял его с собой на первую Навадвипа Дхаму Парикраму. I was looking for that book, could not find. Я искал эту книгу, но не смог найти. But Mahaprabhu ordered Махапрабху Jiva приказал. Goswami, Jiva. Джива Госвами. He ordered him to go to Navadvip. Он приказал ему пойти, отправиться в Навадвипу. There he met Nityananda Prabhu. И там он встретил Нитянанду Прабху. And Nityananda personally took him to all holy И places, Нитянанда лично его проводил по всем святым местам. like Bali. No, not Bali. Как All на the holy Бали. places in Нет, не на Navadvip. Бали. No? Да, по всем святым местам Навадвипа. So Jiva Goswami met with Sachimata, И Джива Госвами встретился с Шачиматой, Vishnupriya, Вишнуприей, Ishan Thakur. Ишан Такур. All the associates of Mahaprabhu met Jiva Goswami Всеми спутниками Махапрабху встретился Джива Госвами. and blessed him. No? И они благословили его. If you read Sri Navadvip Dham Parikram, that is recorded by Bhaktivinoda Thakur. Если вы прочитаете Навадвипа Дхаму Парикраму, которая написана Бхактивинодом Такуром, So much Nityananda Prabhu gave mercy to him. Нитянанда Прабху очень много милости дал ему. Then Jiva Goswami Prabhu asked many good questions. И Джива Госвами спрашивал очень много хороших вопросов. Number one, many people, if the Dham has so much power, but we see many people reside in the Dham do not have bhakti. Первым вопросом, который задал, мы видим так много людей, которые живут в Дхаме, но у них нет бхакти. Like when you go to Navadvip, you see many people there also eating fish and selling fish. Например, мы можем видеть, когда отправимся Chopping в Дхаму, chickens. что многие люди едят рыбу, ловят рыбу, куриц тоже едят. So how is it possible in the Dham? Как это возможно, находясь в Дхаме? Lolita, how possible? Лалита, как это возможно? You see them catching fish in the Ganga and selling. Мы можем видеть, что они ловят рыбу в Ганге и продают. So Nityananda Prabhu explained, covering the Dham is a small sheath of Maya. И Нитянанда Прабху говорит, что покрытие Дхамы это тонкий слой майи. What doing? I was writing the I name know. of the book. So, that they think, I am in Navadvip, I am in Vrindavan, but no, they're actually on the covering of Maya. В общем, люди думают, что мы находимся в Навадвипе, мы находимся в Дхаме, но на самом деле они находятся в тонком покрытии майи. No, like the shopkeeper has many rasgullas, Как, например, у владельца магазина очень много есть рассагулов, and he covers that by some thin cloth. но он покрывает их очень тонкой тканью. So the insect thinks I'm on the rasgulla, but no, he's on the covering. И насекомые думают, что ой, я на рассагуле, но на самом деле они находятся на этой тонкой сетке. And Mahaprabhu ordered him to go to Vrindavan. А Махапрабху приказал ему отправиться в Вриндаван. So Jiva Goswami asked, if there's no difference between Navadvip and Vrindavan, why I have to go to Vrindavan? И Джива Госвами тогда спросил, если нет разницы между Навадвипой и Вриндаваном, почему я должен отправиться в Вриндаван? And Nityananda said, number one, because Mahaprabhu ordered you.
И Нитянанда Прабху сказал, в первую очередь, потому что Махапрабху приказал тебе. And number two, even though there's no difference between Vrindavan and Navadvip, still some speciality is there. И номер два, несмотря на то, что нет никакой разницы между Навадвипой и Вриндаваном, все равно есть некоторые особенности. Because in Kali Yuga the jivas are not qualified. Потому что в Кали-югу дживы не квалифицированы. Short lifespan, У них короткая продолжительность жизни. always restless. Всегда находятся в беспокойстве. If they live in Vrindavan, they cannot be qualified to taste that. Если они будут жить во Вриндаване, они не смогут это почувствовать. So therefore, Vrindavan has come as Navadvip. И поэтому Вриндаван он пришел как Навадвипа. And Radha Krishna have come as Chaitanya Mahaprabhu. А Рада Кришна пришли как Шри Чайтанья Махапрабху. So when the unqualified souls, full of anarthas, worship Gaura Hari in Navadvip, quickly they become qualified. И неквалифицированные души, они могут поклоняться Гауранге Махапрабху в Навадвипе, и очень быстро они обретают квалификацию. And when they're qualified, they can take shelter of Radha Krishna in Vrindavan. И когда они обретут квалификацию, они смогут поклоняться Раде Кришне во Вриндаване. So Jiva Goswami did not want to leave Navadvip. Но Джива Госвами, он не хотел покидать Навадвипу. But Mahaprabhu's order was there. Но был таков приказ Махапрабху. So scribe, as he left Navadvip, then Navadvip disappeared from his heart, Rupa and Sanatana appeared there. И Джива Госвами, как только покинул Навадвипу, она исчезла из его сердца, но там появились Рупа и Санатана. So on the way, he stopped in Varanasi. И на пути он остановился в Варанаси. There was one, I think Mukunda Saraswati, И там был or один, Madhusudan Saraswati. я думаю, Мукунда Сарасвати или Мадхусудан Сарасвати. I think Madhusudan. Я думаю, Anyway, he was Mayavadi, В любом случае, он был Майвади, but great scholar. но он был очень великим So ученым. Jiva Goswami associated with him. И Джива Госвами, он общался с ним. Externally, to learn Vedanta, Внешне, чтобы научиться Веданте, finish his studies. чтобы завершить свое обучение. But that is external. Но это внешняя причина. But by his association, he also changed the heart of Madhusudan Saraswati. Но также благодаря общению с ним он изменил сердце I Мадхусудана think Mukunda Сарасвати. Saraswati, Я actually. думаю, Мукунда He Сарасвати. also changed and became Vaishnava. И он его изменил, и он также стал Вайшнавом. Many things he wrote about Vaishnavism after association with Jiva. Много вещей он написал о вайшнавизме после общения с Дживой Госвами. Then Jiva Goswami came to Vrindavan, took full shelter of Rupa and Sanatana. И после этого Джива Госвами пришел в Вриндаван и принял полное прибежище у Рупы и Санатаны. Jiva Goswami very important. Джива Госвами очень важен. Why? Почему? Like Mahaprabhu, many things he gave Mahaprabhu using material examples. Mahaprabhu taking material poetry. Ну, Махапрабху, он делал очень много материальных примеров. И что? Материал потреб. Использовал материальную поэзию. Махапрабху использовал материальную поэзию. Right. So ordinary person don't understand his mood. No? Но многие люди, они не могли понять его настроение. Like swan, if you mix smetana and water together, he just take the smetana. Подобно тому, как лебедь, если смешать сметану и воду, он может выбрать только сметану. So even in material things, Mahaprabhu could take what he needed for to taste his transcendental moods. Даже из материальных вещей Махапрабху мог извлечь то настроение, которое он испытывал в преданности. So Rupa Goswami put all these things in another way. Но Рупа Госвами, он все эти вещи переложил на другой лад. Then mostly they're just tasting Mahaprabhu's direct mood. В большинстве своем он наслаждался непосредственно настроением Махапрабху. Of course, Rupa Goswami also wrote about Siddhanta, but not so much. Mostly he just pastimes of Radha Krishna. Конечно, Рупа и Санатана, они также написали много Сиддханты, но в большинстве своем они описывали игры Радхи и Кришны. Right? You read Vidagna Madhav, Lalita Madhav, Видакха Мадхава, all these Лалита things. Мадхава. There's so much pastimes of Dan Kelly comedy. There's so many pastimes of Radha Krishna. Дан Келли Комади. Там столько развлечений Рады и Кришны. So Jiva Goswami protected the writings of Rupa and Sanatana by Siddhanta. И Джива Госвами, он защитил то, что написали Рупа и Санатана Сиддхантой. Okay? Just like nectar. Подобно нектару. Nectar needs some channel, some pot. То есть для того, чтобы был нектар, нужен какой-то также горшок. So the writings of Jiva Goswami like Siddhanta, like pot. И то, что написала Рупа Госвами, Джива Госвами, вся эта Сиддханта, она подобна горшку.
that no bad material thing would come in, and also that nectar would not be lost. И даже если какие-то плохие материальные вещи придут, то этот нектар не будет потерян. Understand? So he wrote the Sandarbhas. И он написал сандарбхи. That means everything Rupa Sanatana said he protected by showing where is Praman for their statements. И все, что написали Рупа и Санатана, он защитил таким образом, что он показал, где праман всему этому, где доказательства. Like the name of Radharani not given in Bhagavatam. Понимаете, имя Радарани, оно не дано в Бхагаватам. So what to speak of all the writings of Radha Krishna? Что уже говорить All the pastimes of Radha Krishna. Что уже говорить о всех играх Радхи и Кришны. People may say, where is the proof for this? Where is Praman? Люди могут спросить, а где доказательства, где праман? So Jiva Goswami did all that work. И Джива Госвами, он совершил всю эту работу. Mahaprabhu only wrote 8 verses. Махапрабху написал всего лишь 8 стихов. So who will protect this, like who will give the foundation for that mood? Но кто бы дал основание для этого, основу этого настроения? Who will protect that from the Mayavadis, the Karmis, the Gyanis, Кто бы защитил это от Майвади, от Карми, от Гьяни? even other Sampradayas, Vaishnava Даже от Sampradayas? других вайшнавских сампрадай. Because what the Mahaprabhu gave, what the Goswamis gave, so high. Потому что то, что дал Махапрабху, то, что дали Госвами, это так возвышено. Even other Vaishnava Sampradayas, awe and reverence is there. Даже все вайшнавские сампрадали, там столько почтения. В других вайшнавских сампрадаях очень много настроения благоговения. So many things that Goswami is giving, then very hard for ordinary person to find where is Praman. Все, что написали Госвами, очень сложно для других людей найти, где доказательства, где праман. So Jiva Goswami gave that. И Джива Госвами, он дал это. Especially the 6 Sandarbhas. В особенности 6 сандарб. You know the names? Знаете название? Priti Sandarbha, Bhagavat Sandarbha, what else? Paramatma Sandarbha, Tattva Sandarbha, and what else? Krishna Sandarbha, like the 6 Sandarbhas. 6 сандарб таким образом. Is protecting all the conclusions of Mahaprabhu and the Goswami. И они, вот эти сандарбхи, они защитили все выводы Махапрабху, то, что написал Махапрабху и Госвами. Without that, then many problems would come later in Sampradaya. No? Если бы он этого не сделал, много бы проблем пришли позже в этой сампрадае. But Jiva Goswami also very rasik also. Но Джива Госвами был также очень рассичным. Who has read Gopal Champu? Alexei, don't sleep. Когда он читал Гопал Чампу, Andrei, yes, also. Андрей не спит. Who has read Gopal Champu? Кто читал Гопал Чампу? No one. Никто не читал. There's writing of Jiva Goswami. Ее написал Джива Госвами. So rasik. Такая рассичная. There was conversation every day. Krishna has, like ordinary person, watch television like this. В общем, там это подобно тому, как будто бы обычный человек смотрит телевизор. So Krishna and all Brijbasis after dinner they have some like entertainment. И после обеда в Раджавасе у всех есть, у них какое-то развлечение есть. Like circus. Как, например, цирк. Some juggling, dancing. Там какие-то жонглирования, танцы. They also have like katha, someone speaking Bhagavad Puran, Кто- someone speaking the Puran Кто-то katha. говорит Пурана Катху. Some people telling the history of the Brijbasis, Какие-то люди рассказывают истории про Враджаваси. different gopis, what they did, their dynasty. Разные гопи и гопы, что они сделали в их династии. So Gopal Champu also like this. И Гопал Чампа, она подобна этому. Madhukanta and Snigdakanta. Мадху Канда и Снигда Канда. They was given devotion by Narad. Им даровал преданность Нарада. They were the 2 sons of Kuvera. Remember? Yes. Они были двумя сыновьями Куверы. Remember Lalita? Помните, Лолита? Really? Or just doing this? Действительно ли просто так делаете? Krishna liberated. They were cursed to become trees. Они были прокляты, чтобы стать деревьями. And Krishna liberated them by pulling the grinding mortar. И Кришна, он их освободил, в общем, вытащив их с корня. Когда он ступу Stupid. В общем, он протащил между ними ступу и таким образом их освободил. Then the 2 demigods came out. They prayed, we want the benediction to always, hands will always serve you and ears can always hear your katha. И оттуда вышли 2 полубога, и они попросили одного благословения, попросили благословения, чтобы их руки всегда были заняты в служении,
ему, и чтобы уши всегда слушали катху. So Krishna blessed them to become associates. И Кришна благословил их, чтобы они стали спутниками. Sputnikum. They became Madhukanda, Snigdhakanda. Они стали Мадхукандой и Снигдхакандой. Every apartment in Russia, no matter where Во I всех go, квартирах в России, куда бы я ни отправился, someone always drilling next door. кто-то всегда сверлит. It's like the fifth apartment. Это 50-я квартира. So, every evening И так каждый вечер they speak Katha. они рассказывали катху. One becomes inquirer, the other one becomes speaker. Кто-то вопрошал, а кто-то слушал, кто-то рассказывал. All Harikatha they speak. Nanda Baba, Yasoda, everyone listening like this. И катху, которую они рассказывали, слушали все, Нанда Баба и Шода. So rasik. Такая была исполненная раса. Also written by Jiva Goswami. И это все также описал Джива Госвами. Some devotees, like Madhusudana Maharaj says, some devotees are expert in Siddhanta, some expert in like ras, like pastimes. But Jiva Goswami have power for both. Мадхусудана Махарадж говорит, что есть некоторые преданные, которые очень экспертны в Сиддханте, а некоторые очень экспертны в раса-татве. Но Джива Госвами был экспертом в обоих татвах. But Gopal Champu is so nice. И Гопал Чампу очень прекрасное произведение. Okay, so because he's like Rupa Goswami's life and soul. И No, Devaki. Джива Госвами был душой, жизнью и душой Рупы Госвами. Okay. Come, Prastopnik. So, Rupa Goswami made deities of Radha Damodar with his own hand. Рупа Госвами сделал божества Радхи Дамодары собственными руками. Did you know that, Lalita? Вы знали это, Лалита? You remember Radha Damodar, right? Помните Рада Дамодара? Rupa Goswami made with his own hand. Рупа Госвами сделал их собственными руками. And he gave that to Jiva Goswami. И он передал их Дживе Госвами. So Jiva Goswami always serving there. И Джива Госвами постоянно там служил. That time he was just a boy. В то время он был еще мальчиком. Malchikam. But he would personally edit the works of Rupa Goswami. И он лично корректировал работу Дживы Госвами. Rupa Goswami. Редактировал. Рупа Госвами. Of course, Rupa Goswami is writing like pearls on, like pearls. То, что написал Рупа Госвами, было подобно жемчугу. Mahaprabhu said. Махапрабху. The writing of Rupa Goswami like pearls. То, что написал Рупа Госвами, было подобно жемчугу. So Jiva Goswami would read all that from young age. И Джива Госвами читал все это с очень раннего возраста. Okay, so Rupa Goswami wrote also so much. И Джива Госвами. Rupa И Goswami. Рупа Госвами очень много написал. But Jiva Goswami wrote even more than Но him. Джива Госвами написал даже больше, чем он. So, especially famous book of Rupa Goswami, Bhakti Rasamrita Sindhu. В особенности очень знаменитая книга Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синду. So, especially there, and one day one Vallabhacharya came. И однажды пришел Валабхачарья. Vallabhacharya met Mahaprabhu. Валабхачарья встречался с Махапрабху. Both in Jagannath Puri В Джаганнатхапуре. and also at Prayag. И также он с ним встречался в Праяге. Why late? Почему так опоздали? That was. So, Vallabhacharya invited Mahaprabhu to his house Валабхачарья приглашал Махапрабху в свой дом. and took Mahaprabhu there personally. И, в общем, лично принимал там Махапрабху. Did arati to him, washed his feet, Он проводил ему арати, омывал ему стопы, served prasad. угощал его просадом. That time Rupa Goswami was there also, И в это with время, Anupam. в это время Рупа с Анупамой также были там. Both brothers constantly chanting Hare Krishna, Hare Krishna. И оба брата непрерывно воспевали Харе Кришна, Харе Кришна. Vallabhacharya went to embrace them. Валабхачарья хотел их обнять. Mahaprabhu said, don't touch them. Но Махапрабху сказал, не прикасайся к ним. They're yavanas, Они яваны, meat eaters. мясоеды. Means by Sangha of Muslim, they become like Muslim. Это означает то, что из-за общения с мусульманами они стали подобными мусульманам. Okay, Sita? Хорошо, Сита? Have to be careful. Нужно быть очень осторожным. In school, full of bad girls, bad boys. В школе очень много плохих парней и девочек. Right? Look what happened to your sisters. Посмотри, что случилось с твоими сестрами. Right?
What happened to them? Что с ними случилось? Always, They Huh? become mad. yes. Да. Because always with materialists, they became like them. Потому что всегда с материалистами они стали подобными материалистам. So you have to be very careful, all right? Поэтому нужно быть очень осторожным. You are the hope of the family. Ты вся надежда своей семьи. Okay? Don't mix too much. Хорошо, не слишком не общайся с... Why are you not going for classes? Почему они не приходят на классы? Sita ever coming to class now? Lolita, Sita ever coming for classes? Лолита, Сита когда-нибудь приходит на лекции? Why not Sita? Почему не приходишь, Сита? Ну, потому что они проходят в субботу, а я к папе обычно уезжаю в это. Because на Махата we have on Saturday, but at Saturday I used to come to my father. Anyway, must make some time every week. Ну, в любом случае нужно какое-то время находить каждый Okay, день. so Scripture forbid association with these people. И так или иначе, Писания запрещают общаться с такими людьми. Mahaprabhu said, don't touch them, they are Muslims, Махапрабху like сказал, не Muslims, прикасайся к ним, они подобны мусульманам, untouchables. неприкасаемые. Mahaprabhu was testing Vallabhacharya. Махапрабху не испытывал Валабхачари на самом деле. But Vallabhacharya saw both brothers constantly chanting the holy names. Но Валабхачари видел, что эти два брата, они непрерывно поспевали Святое Имя. This only greatly fortunate person can be like that. И только великие и удачные личности могут быть такими. Aho bhato sapachayadiyam yajiva grivatate namatubhyam tapu tapushtuhu ajasnato brahmanyanjanam granantaku. If the holy name always dance on the tip of the tongue, Если Святое Имя всегда танцует на кончике языка, that means previous life that person has visited all holy places, это означает то, что эта личность в прошлых жизнях посетила уже все святые места done all fire sacrifices, и совершила все огненные жертвоприношения, read all Vedas, прочитала все Веды, because this life they constantly chant. потому что в этой жизни он может постоянно воспевать Святое Имя. How many rounds today, Navatoska? Как сколько кругов в день Наватулсика читаешь? 20 already. 20 уже? What doing? Still, it's 2 more than she was doing in Bali, right? Все-таки это больше, чем ты на Бали читал. Huh? Vrindavan, pure Maya. Вриндаван чистая мама. So, then Vallabhacharya said, no, these are on the highest level of devotion. Но Валабхачарья ответил, что нет, эти двое, они на самом высшем уровне преданности. Then Vallabhacharya took Mahaprabhu back to Varanasi on boat. И тогда Махапрабху взял Валабхачарью вместе с собой на лодку в Праяге. When Mahaprabhu saw the dark water of the Ganga, И когда Махапрабху увидел темную воду Ганги, which is also mixed with Yamuna, которая была смешана с Ямуной, Mahaprabhu began dancing. Махапрабху начал танцевать. It seemed the boat was going to fill with water. И казалось, что лодка вот-вот вся наполнится водой. And anyhow, they brought Mahaprabhu to the bank of the river. Но каким-то образом они переправили Махапрабху на берег реки. So, Vallabhacharya knew Mahaprabhu personally И so much. Валабхачарья, он лично знал Махапрабху очень хорошо. So he also came to Vrindavan. И он также пришел во Вриндаван. Vallabhacharya also, before he was interested in Vatsalya Ras. Валабхачарья, он был заинтересован в Ватсале расе. But by Sangha of Mahaprabhu and the devotees, his mind changed towards Madhurya Ras. Но благодаря общению с вайшнавами его ум поменялся в сторону Мадхури расы. Okay. And afterwards he took initiation from Gadadhar Pandit, И после он принял посвящение у Гададхары Пандита, who was Radhika herself. который является самой Радикой. So, he knew Mahaprabhu and the Goswamis before. И он знал Махапрабху и Госвами еще раньше, до этого. So, he came and asked Rupa Goswami, what are you writing? Он пришел к Рупе Госвами и спросил, что ты сейчас пишешь? Rupa Goswami was writing Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. И Рупа Госвами как раз писал Бхакти Расамрита Синду. Radhanath, da? Радханат. Kokazarut, Radhanath. Радханат, yes. Good to see you. Рад вас видеть. Radha Krishna. So, he asked Jiva Goswami, I want to see. Джива Госвами.
Vallabhacharya asked Rupa Goswami, I want to see the writings. И Валабхачарья спросил Рупу Госвами: я хочу посмотреть то, что ты пишешь. Then he read one verse. И он писал в это время один стих. What is that? Bhukti mukti spriya yavat pisachi vibhavate tavat bhakti sukha sata katamoda vyobhavet. Bhukti and mukti like two witches. Бхукти и мукти подобны двум ведьмам. Material enjoyment and liberation. Материальное наслаждение и освобождение. Two Vejmas. Это две ведьмы. Две ведьмы. No? Two ghosts. Или два призрака. If one has haunted by these two ghosts, he cannot taste the happiness of pure devotion. Если у кого-то есть эти два призрака, он не сможет испытать счастье преданного служения. Have you ever seen anyone haunted by a ghost? Кого-нибудь здесь захватывали призраки? Who has seen? Sita's seen also. Сита видела? Да. No. Okay. So in China once we saw. Однажды мы в Китае видели. Terrible. Это было ужасно. First time we went. Первый раз мы туда And we отправились. don't know where to stay, where. Anyway, one devotee said, "You stay with us." И мы не знали, где там остановиться, но так или иначе один преданный сказал: останавливайтесь у нас. So when we walked in, there was a huge roast chicken on the table, И когда мы туда пришли, там был огромный жареный цыпленок на столе, freshly cooked, только что приготовленный. and a bottle of wine also. И бутылка вина также. So we shocked because we heard this guy was devotee, И vegetarian. мы были в шоке, потому что мы думали, что этот парень, он преданный вегетарианец. Anyway, what to do? Have to stay somewhere. Ну что делать, нам нужно I было said, где-то "No, this is not for остановиться. me. This is for my wife." И он сказал: нет, это не для меня, это для моей жены. Wife had ghost in her, В моей жене живет призрак. and many people would come, И очень много людей пришло, ask her some question, чтобы спросить ее разные вопросы. and ghost inside the lady would answer, И вот этот призрак внутри этой женщины, он отвечал. because ghosts know many things. Потому что призрак знает очень много вещей. Stock exchange, Курс валют. business, what is good for business. Что хорошо для бизнеса. Because ghosts see many things we cannot see. Потому что призрак видит очень много вещей, которые мы не можем видеть. So people would come, ask the ghost something, and give donation. И люди приходили, спрашивали призрака о разных вещах и оставляли пожертвования. So when the ghost would come in the lady, then she would start to laugh. И когда этот призрак, он заходил в эту женщину, она начинала вот так смеяться. Like this. Anyway, so and that lady always eating. I saw. И эта женщина, она постоянно ела, я это видела. Like Devaki, just 24 hours. Как Дэвид, 24 часа. But this lady really like a stick. Но на самом деле эта женщина была очень худая, как палка. That means she's not eating, ghost eating everything inside. Это означало, что это не она ела, это ел призрак, который был внутри нее. So she got no nutrition or anything. И она сама не получала никакого питания. Huh. So, anyway, afterward ghost became against us. И так или иначе этот призрак как ополчился против нас. Because in class we were saying, what is this, offering chicken to the ghost? No need. Just offer prasad to Bhagavan, all ghosts are happy by that. Потому что на лекции мы говорили, что это такое курицу предлагать призраку. В общем, не нужно этого делать, нужно просто предлагать прасад Бхагавану. So ghost became angry, no? И этот призрак очень Because he was разгневался. stopping his chicken and wine. No? Потому что мы остановили вот это предложение ему курицы и So вина. ghost inside the woman began saying many bad things about us. No? He said, The ghost призрак, started doing politics. No? он начал какую-то политику, в общем, мутить. These devotees not good, they should go away. Эти преданные, они плохие, они должны уйти. I never forget. Я никогда не забуду. But anyway, this is true. Someone have ghost inside, they do eating many things, but always like this. Но тем не менее, это правда. То есть этот призрак, он может очень много есть. So two vegmas. В общем, итак, две ведьмы. Enjoyment, material enjoyment, Материальное наслаждение and material liberation. и материальное освобождение. Devotee have these two things in their heart. У A person have these two things. Если у кого-то есть эти две вещи в сердце, So much chanting, so much hearing, то как бы много они не воспевали и не слушали,
But ghost is eating the result of that. Но призрак, он будет съедать результаты всего этого. So they cannot get pure И bhakti. поэтому они не смогут получить чистое бхакти. So when Vallabhacharya read this, he said, this is very wrong. И когда Валабхачарья прочитал это, он сказал, что нет, это неверно. How can you say heavenly planets is like a witch? Как ты можешь сказать, что райские планеты подобны ведьме? Especially liberation is very high. How you can call a witch? В особенности освобождения это очень высокая вещь. Как ты можешь назвать ее You should ведьмой? change this. Ты должен поменять это. Jiva Goswami said. Rupa Goswami said, yes, yes. Рупа Госвами сказал, хорошо, хорошо. Very humble. Очень смиренно. No, but Jiva Goswami became angry. Но Джива Госвами, он очень разгневался. So Vallabhacharya, Rupa Goswami said, you go take bath. When you come back, you can take prasad with us. И Рупа Госвами сказал, вы можете пойти принять омовение и после принять прасад вместе с нами. So when Vallabhacharya went for bath, then Jiva Goswami, on the excuse of taking water, he also went to Yamuna. И когда Валабхачарья отправился принимать омовение, то Джива Госвами под предлогом того, что ему нужно принести воды, также отправился к воде. Then he asked Vallabhacharya, И он спросил Валабхачарья, what was wrong with the writings of Rupa Goswami? что было неправильно в том, что написал Рупа Госвами. Rupa Goswami not said Mukti and Bhukti are witches. He said the desire for Bhukti and Mukti is like a witch. Он сказал, что Рупа Госвами не написал, что Бхукти и Мукти это ведьма. Он написал, что желание Бхукти и Мукти подобно ведьмам. So he defeated Vallabhacharya. И таким образом он победил Валабхачарью. Vallabhacharya arguing, but Jiva Goswami defeated him. Валабхачарья не спорил с тем, что Джива Госвами его победил. Vallabhacharya came back Валабхачарья вернулся обратно. and he asked, who is that boy? И он спросил, кто этот He's мальчик? very intelligent. Он очень разумный. And Vallabhacharya was glorifying him. И Валабхачарья его начал проставлять. Then Rupa Goswami could understand something happened. И тогда Рупа Госвами понял, что что-то случилось. So afterwards he rejected Jiva Goswami. И после этого он отверг Дживу Госвами. Get away from here. Убирайся отсюда. Vallabhacharya is Brahman, Vaishnava, Acharya. Who are you to argue with him? You are just Malchik. Валабхачарья, Браман, Вайшнав, Ачарья. А кто ты такой? Ты всего лишь мальчик. This is not proper. Это неправильно. This is not Trinada Pisanachari. Это не Трината This Писуничи. is not Mahaprabhu's teaching. Это не учение Махапрабху. So go away. Поэтому убирайся. So Jiva Goswami could never disobey any order of Rupa Goswami. И Джива Госвами, он никогда не мог ослушаться ни одного приказа Рупы So Госвами. he left. И поэтому он ушел. He went to one village, И он ушел в одну деревню. Naugaon. It's still there. Наугаон. Она до сих пор там. And there he lived in a crocodile hole. И там он жил в крокодилей норе. Right? Crocodile's not always in the water. Крокодил, он не всегда в воде находится. Sometimes they sleep in one place. Иногда они спят в одном месте. Crocodile. В норе крокодилей. Freshwater crocodile. Со свежей. Freshwater Свежая crocodile. вода, крокодилы. Like Devaki. Freshwater crocodile. So, Jiva Goswami lived there. И Джива Госвами, он жил там. And all day and night, Ha Radhe, Ha Krishna, Ha Rupa Goswami, like this. All day and night crying. И каждый день и каждую ночь он плакал. Ха Рупа, Ха Гурудев, Ha Radhe, Ха Рад, Ha Krishna, Ha Sachinandana. Always crying. Он всегда плакал. Like Devaki, still crying? Как Деваки до сих пор плачет. Huh? Only 3 years left. Всего 3 года осталось. Anyway, this crying also good. Так или иначе, этот плач, это хорошо. No, Gurudev said better be away and then separation than be there and feeling nothing. Гурудев говорит, что лучше быть вдалеке и чувствовать разлуку, чем быть рядом и ничего не чувствовать. Being there and just eating sweets before you're going every day to the sweet shop, right? До этого ведь ты была каждый день в магазин сладости ходила, не так? True. Ну, ты... Yeah. One day buying 1 kilo, this enough for 4 or 5 days. Yeah? So anyway, separation also good. No? Поэтому разлука также хорошо. So Sanatana Goswami would always travel around Brajamandal. И Санатана Госвами, он всегда путешествовал по Враджамандале. If you read Bhakti Ratnaka, describes how Sanatana Goswami was loved by the Brajavasis. It describes.
Если мы можем почитать, Бхакти Ратнакара описывается, как Враджаваси любили Санатану Госвами. When Sanatana Goswami would come, all villagers would run. Oh, Когда Санатана Госвами приходила, все деревенские, они бежали за ним. О, Санатана they would bring Госвами so пришел. much yogurt, Они приносили очень много йогурта, cheese, сыра and other pure products. и других чистых продуктов. Some veg, some rotis. All All would surround Sanatana Goswami. И они все окружали Санатану Госвами. So much affection they felt for him. Так много любви они чувствовали к нему. And he would also ask everything. How is your daughter? Did she get married? И он спрашивал у каждого, как твоя дочка, вышла ли она замуж? No, Gurudev. She's like Pandita. No one will marry her. Нет, Гурудев, она как пандита, никто на ней не хочет жениться. So even he would ask these things. How is the crops? How is your cow? Crops. Like Grechka crop. Wheat crop. И они спрашивали, как ваши, в общем, как ваш урожай, как ваши коровы. Even these things he would ask. Даже такие вещи он спрашивал. So Brijavasi loved him like father. И Враджаваси, они любили его как отца. All would say, don't leave, you stay here. They would beg him, you stay here 2 days, 3 days. И они всегда просили его остаться здесь на 2-3 дня. When he would leave, all Brijavasis would cry. И когда он уходил, все Враджаваси начинали плакать. So in India, when father dies, people shave their head. В Индии, когда отец умирает, в этой семье бреют голову. So when Sanatana Goswami left this world, all Brijavasis shaving hair. И когда Санатана Госвами оставил этот мир, все Враджаваси побрили себе голову. So when Sanatana Goswami came near that village, И когда Санатана Госвами подошел к этой деревне, all villagers said, Baba, we thought you were the biggest Baba. Big все, Baba. ему тогда сказали Враджаваси: «О, Баба, мы думали, ты большой Госвами». But now we know there's one who's even bigger than you, Но сейчас мы знаем кого-то, кто даже больше, чем ты. even though he's very small. Несмотря на то, что он очень маленький. He's not eating, he's not doing madhukari. Он ничего не ест, он не собирает мадукари. Only he's crying, Ha Rupa, Ha Radha. Он только плачет. Харупа, Харада. Then Sanatana Goswami could understand this is Jiva Goswami. И тогда Санатана Госвами смог понять, что это Джива Госвами. So he went there, И он отправился туда. and took Jiva Goswami on his lap. И взял Дживу Госвами себе на колени. And Jiva Goswami so much crying. И Джива Госвами так плакал. And Sanatana Goswami took care of him И Санатана Госвами позаботился о нем, till his health returned. чтобы его здоровье вернулось. And he went again to Vrindavan. И он вернулся обратно во Вриндаван. Rupa Goswami was giving some lecture. Рупа Госвами давал в это время какую-то лекцию. Someone asked, what is the main duty of the Vaishnavas? Кто-то спросил, какова главная обязанность Вайшнава? Jiva Doya, Джива Доя. mercy to the Jivas, Милость дживам, mercy to the souls. милость душам. Then Sanatana Goswami said, you give mercy to all Jivas, but not to your Jiva. И Санатана Госвами сказал: ты даешь милость всем дживам, но не своему дживе. Then he brought Jiva Goswami. И тогда он привел Дживу So Госвами. much Jiva Goswami crying. И Джива Госвами так плакал. Rupa Goswami also crying. Рупа Госвами тоже плакал. So he embraced him on his lap. И он обнял его и усадил на And колени. again he was fixed in Rupa Goswami's seva. И после этого Джива Госвами погрузился в севу Рупу Госвами. Especially Jiva Goswami so much helped the Gaudiya Sampradaya. В особенности Джива Госвами очень сильно помог Гаудия Сампрадаю. By his own books, of course. Своими собственными книгами, конечно. The Sandarbhas, Gopal Champu. Сандархам, Гопал Чампу. Очень-очень много. He wrote commentaries, Bhagavatam, Он написал комментарий на Бхагаватам. many things he did. Много вещей он сделал. Commentary on Brahma Samhita, Комментарий на Брахма Самхиту. so many things he did. Так много вещей он сделал. We can find list of his books, we can read. Мы можем найти список его книг и прочитать. But especially he trained Narottam, Srinivas, Shamananda. Но в особенности он обучал Нароттаму, Шринивасу и Шамананду. We have to help next generation. Мы должны помогать следующему поколению. Okay, Sita, Хорошо, Сита? you are next generation. Sita, Lalita, Ты следующее поколение. Сита, Лалита. all the stories will be finished. Скоро со старыми всеми будет покончено. Next generation also important. Yeah? Поэтому следующее поколение очень важно. So Narottam, Srinivas, Shamananda. Нароттам, Шриниваса, Шамананда. These were disciples of other gurus. Они были учениками другого гуру. Narottam was disciple of Lokanath Goswami. Нароттам был учеником Нароттам был учеником Narottam was disciple of Lokanath. Нароттам был учеником Локанатха Дас Госвами.
Srinivasacharya, Shamananda was disciple of Hridaya Chaitanya. Шамананда был учеником Хридая Чайтаньи. And Srinivasacharya, И Шринивасачарья, he was disciple of он был учеником. Gopal Bhatta Goswami. Чьим учеником? Да. Anyway, all were disciples of other gurus. В общем, все они были учениками других гуру. All came to Jiva Goswami for shelter. Но все они пришли к Дживе Госвами за прибежищем. So he personally trained these three in all the conclusions of the Goswamis. И он лично учил их всех заключению учения Госвами. Right? And what they took from Jiva Goswami, they spread around all Bengal, all Orissa. И то, что они взяли от Дживы Госвами, они распространили по всей Бенгалии, по всей Ориссе. So, no? 3 black periods in the Sampradaya. И так было 3 черных периода в Сампрадае. Chornov perioda. Да. Черных периода. Black period. One after the disappearance of Mahaprabhu. Один сразу же после ухода Махапрабху. Then 6 Goswamis came. Тогда пришли 6 Госвами после этого. After disappearance of Goswamis came another one. После ухода 6 Госвами наступил следующий. Sorry, the first black period after the disappearance of Goswamis. Извините, первый был черный период после ухода 6 Госвами. Then these Prabhutraya, Narottam, Srinivas, Shamananda preached everywhere. И вот эти Прабhutrая, Нароттама, Шриниваса, Шамананда, они проповедовали везде. Other one was after disappearance of Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. А второй был после ухода Шри Before the appearance of Vishwanath Chakravarti Thakur. А второй черный период был перед появлением Шрила Вишванатха Чакравати Такура. If you see our Guru Parampara, Если, like 150 years difference between Vishwanath Chakravarti Thakur and Bhaktivinoda Thakur. если мы посмотрим на Гуру Парампару, то между Шрилой Вишванатха Чакравати Такуром и Джаганнат Дас Бабаджи Махараджем 150 лет разница. Бхактивинода Такуром и 150 years. 150 лет. Vaishnavas were there, initiation was still going on. Вайшнавы были все же там, инициации продолжались. But no very, very prominent Vaishnava was there. Но не было какого-то преобладающего сильного вайшнава. Like many Vaishnavas there, but not everyone is like Bhaktivedanta Swami Maharaj, or like our Gurudev even. Было очень много вайшнавов, но не было никого подобного Свами Махараджу или нашему Гурудеву. That power for preaching. No? Такого, с такой большой силой проповеди. So the dark period was saved by Vishwanath Chakravarti Thakur. И этот темный период, он был спасен благодаря Шриле Вишванатха Чакравати Такуру. Okay. And again, Bhaktivinoda Thakur. И следующий благодаря Бхактивиноду Такуру. Before everyone only knew these like caste Goswamis, Перед этим все знали только кастовых Госвами. Aul, Baul, Jati Gosai, Nata, Nedha, Guru Karta, Saki Beki, all these. Все вот эти. Всех вот эти. People thought this was Gaudiya Vaishnavism. Люди думали, что это чисто Гаудия Вайшнавизм. Что это и есть Гаудия Вайшнавизм. Bhaktivinoda Thakur again established the true thing. Но Бхактивинода Такур, он снова установил чистое поклонение. Okay? So, Jiva Goswami did so much. Джива Госвами сделал очень много. So, today we remember him, Сегодня мы вспоминаем о нем. how he served Gauranga Mahaprabhu, Как он служил Гауранге Махапрабху. and how inside he also served Radha Krishna. А внутри он служил Радхе Кришне. Which manjari is he? Какая манджари Can он? you remember? Is he Guna Manjari? I cannot remember. Гуна манджари, я не могу сказать. Can you remember? You cannot remember. How he served Radha Krishna also. Как он служил Радхе Кришне тоже. So remember Jiva Goswami. Huh? Jiva Goswami Pad Ki. Any questions? Есть вопросы? No? Madkofkas? Gribs? Anything, Lalita? Что-нибудь, Лолита, есть? Спроси. Okay, so Jiva Goswami's disappearance day was yesterday, but today we remembered. День ухода Дживы Госвами был вчера, но сегодня мы про него памятуем. Okay. Go Premanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna,